надо изменить. Удалось? Сложно? Okay, think about this. Ну вы подумайте об этом дома. Okay, think about this, because it's very important. Потому что это очень важно. So, okay, one other thing I wanted to mention is that kids who tend to come from authoritarian families where there's really high structure. Дети, которые воспитывались у родителей с очень высокой степенью структуры, авторитарных родителей, typically have low self-esteem. Обычно у таких детей заниженная самооценка. Okay? And these are the kids that end up being rebellious in teenage years. И в подростковые годы они как раз очень много бунтуют. Okay? So it's interesting with this line of structure here, and when there's low nurture, these kids don't do well. То есть на самом деле дети, о которых достаточной заботы не оказывалось, они хуже справляются с жизнью в целом. Okay. So, but the kids up here that have permissive parents, но дети, родители, которых придерживаются либерального стиля воспитания, they have very high self-esteem because the world has been created around them. У них-то вообще, наоборот, завышенная самооценка. Они себя ощущают царями. Вокруг них все время все вращалось. But they tend to have lower motivation because there was little expected of them. Но у них очень низкий уровень мотивации. В принципе, от них никогда ничего не ждали. And they tend to be involved in risky behaviors. И они чаще ввязываются в рискованные предприятия, и у них рискованное поведение. Again, because there was not enough expectations or boundaries. И это связано с тем, что они не уважают установленных границ, никогда границ не устанавливали им фактически. Okay, does that make sense? Это понятно? Да? Okay. So, does anybody have a little bit more energy before lunch? У вас есть еще, мы можем до обеда еще позаниматься, да? У вас есть силы? Хорошо. They have so much energy. У вас слишком много энергии, мне иногда кажется. Кофе? Может, дверь открыть? Там дети закрыли, поэтому там дети пришли на занятия. Ну там открыто, да. Это на вас солнышко со спины греет. У нас хорошо. У нас Да, почуяли? Okay, so let's do just a little bit of review. Давайте подведем итоги. Напомним некоторые вещи. Okay, so the three principles of this therapy, of TBRI, То есть терапия основана на трех основополагающих принципах. Connection, Установление эмоциональной связи. and each principle has two strategies. И в каждом из принципов у нас есть две стратегии. Okay. So under connection, we talked about developing connection through nonverbal tools. И мы говорили, когда устанавливается эмоциональная связь, чаще всего это делается невербальными средствами. And we also talked about if we're going to connect, we need to be aware of ourselves. И вторая стратегия – это стратегия самоосознанности. Мы должны осознавать и понимать, что происходит. So we've talked about understanding our own style of attachment. Например, нам очень важно понимать собственный стиль привязанности. And we talked about understanding our own parenting style. Понять, к какому стилю воспитания мы придерживаемся. Okay. And where we land on structure and balance. И к чему у нас больше есть тенденция, к структуре или заботе. Okay. Then the second principle is empowering. Второй принцип – это принцип поддержки. And this is where we're going to help our kids become aware of their internal and external world. И наша задача – помочь детям понять свой внутренний мир, что у него происходит внутри, и как им строить взаимоотношения с окружающим миром.
and how to regulate themselves, both internally and И externally. как им научиться самоконтролю, самообладанию и контролю над своим внутренним состоянием и контролю над окружающей средой. Okay. The third principle at the top of the triangle is correction. И третий принцип на верхушке нашей пирамиды он находился, это коррекция. And the two principles there are that we correct our kids proactively. И две стратегии наши были. Это первое, важно делать это проактивно, то есть профилактически. And we talked about the nurture group where we're going to teach those skills proactively. И мы говорили об терапевтической группе, как одном из средств научить навыкам. We talked about teaching our kids proactively to have choices, compromises, life scripts. И мы говорили о том, насколько важно детей научить, как делать выборы, как просить о компромиссе, как реагировать. Oh, I've got to take one break here. Olga has a story about compromise, I think. У Ольги, по-моему, есть пример компромисса, да? Was it Olga or was it someone else? That taught their child already how to use a compromise just Мне in the кто-то last couple рассказывал of days? историю, как он научил ребенка, как просить о компромиссном решении. Кто-то мне вот рассказывал историю, что предоставили ребенку выбор, а ребенок попросил о компромиссе. Это Карина, да. Я после первого занятия стала тренироваться вечером на своих детях. Ему очень понравилось. И причем мне он 8 лет говорил, когда я говорила выбор у тебя там, синюю тарелку взять или красную, он говорит, я пойду на компромат. И причем он понимал разницу, такую, хоть 8 лет, но смеялся над этим. Но Карине, 10 лет, приемный ребенок, ей очень понравилось каждый раз просить о компромиссе. То есть не нужно мне выбирать, я хочу свое предложить. И предлагала, ну, в общем-то, то же самое почти, ну, там, желтую тарелку, но наслаждалась этим процессом. Yeah, so thank you. That's such a great example. Спасибо, да, спасибо. Потрясающий пример. So yes, you have this. Ну вот я хочу сказать свою историю, то, что мы ребенка учили раньше идти на компромисс, то есть искать решение, договариваться. И он, когда подрос, он сказал, знаешь, мам, я могу быть политиком. Я спросила, почему ты так решил? Я могу с тобой договориться. Yes, this is a very important life skill. И это очень важный жизненный навык. По жизни нам пригодится этот навык. Yes. So I will repeat again, the more we do all of these things proactively, the less we're going to have to respond to bad behavior. Чем больше мы будем учить детей заранее, проговаривая с ним и учить их навыкам, тем меньше нам придется исправлять их, заниматься коррекцией неправильного поведения. But все равно we will have behavior. Но проблемы-то все равно будут. Нам придется разбираться с неправильным поведением. Okay? So there's a few principles that we're going to look at for how we respond to bad И behavior. вот мы сейчас начнем рассматривать, как нам реагировать на неправильное поведение, что делать в случае неправильного поведения. Okay? So unfortunately, none of this material is in your book. К сожалению, у вас в пособии этого материала нет, вам придется все записывать. I didn't think we were going to have time to get to this Знаете, part. я подумала почему-то, что у нас времени не хватит, и поэтому даже не стала включать это в обучение, если честно. You all have so much energy. То есть у вас столько было сил, что мы дальше ушли, чем я собиралась. Okay? So take some of your own notes on То this. есть придется просто вам делать самостоятельно записи. Что? Может, мы покушаем? They're ready for lunch break. Let's do this one really quick thing, and then we're going to take То есть lunch. сейчас мы сделаем одну, вот у нас маленькая вещь, если мы сейчас потом прервемся на обед. Okay? Okay, so, yeah, we'll just do this. Okay, so when we respond to bad behavior, Когда ребенок ведет себя неправильно, и нам нужно отреагировать. we want to have 3 things happen. Нужно, чтобы одновременно сошлись 3 вещи. And you can write this. Yeah, I Okay. don't know what the words are. Can you change Yes. the slide? Connection, connected, I wanna know what is this. if they can see it. Если вам видно установление эмоциональной связи, вот наверху надо написать.
Вот эти три принципа. We want their behavior to be changed. Мы хотим, чтобы у них поменялось поведение, измененное поведение. And we want to be content, both of us. И хочется, чтобы у нас было чувство удовлетворенности, но не только у ребенка, но у обеих сторон, да, чувство удовлетворенности у родителей и ребенка. So if we can accomplish these three things, then we're doing great. И если все три вещи сходятся, то все получилось. Okay? So clearly we want the behavior to change. Понятно, что мы хотим, чтобы ребенок вел себя иначе. But we want the connection to remain. Но мы не хотим упустить эмоциональную связь с ребенком, потерять ее. If we lose the connection, если это достанется ценой потери эмоциональной связи, remember we talked about the first day, there will be less motivation for them to change their behavior later. Помните, мы в первый день как раз говорили, что у них не будет никакой мотивации менять свое поведение, если нет эмоциональной связи. Right? They can look at you and say yes, yes, yes while you're correcting them. И вы будете исправлять их поведение и читать нотации, и они будут в принципе соглашаться, да, да, конечно. And walk out the door and do whatever they want. И они, выйдя за дверь, будут делать по-своему. Okay? Or they'll run away from you and live their own life. Или еще что они могут делать? Они могут просто сбежать и жить, как им заблагорассудится. We want to stay connected. Мы хотим, чтобы эта эмоциональная связь была прочной. Okay? And if there is that connection, then both of us will be content. И если эмоциональная связь сохранится, то чувство удовлетворенности будет у обеих сторон. Okay? So we don't want them to be shamed. Мы не хотим, чтобы они все время были полны вины, чувства вины. And every culture has their own weaknesses in raising kids. Знаете, в процессе воспитания детей у каждой культуры есть свои слабые места. I might gently suggest that Russians' weakness is shame. И вот насколько я знакома с русской культурой, мне кажется, что в русской культуре принято стыдить чаще детей и чувством вины манипулировать. Это мое такое скромное умозаключение. So if a child feels shamed, they're not going to be connected. Если ребенок переполняется чувством вины, эмоциональную связь с ним вам установить не удастся. So we want the child's behavior to be corrected, but we don't want them to feel shame. Мы хотим, чтобы поведение ребенка изменилось, но мы не хотим, чтобы он делал это из чувства вины. Really? Okay. Guilty? Чувство вины? Yeah, that's guilty. Стыда. Yeah. Is it different than shame? Is guilty different than shame in Russian? Yeah. Okay, so it's shame. Стыд. Yeah, not shame. Чувство вины it's the same as Okay, sorry. Yes. Yes. Урок русского языка. Тяжело, когда преподаватель говорит по-русски. Okay, so these are the three things that we're aiming for, to hit that spot. То есть мы хотим быть вот здесь, когда все три сходятся воедино. Okay, so there is an acronym that we use to remember how to reach this. И для того, чтобы добиться и попасть в десятку, мы придумали такой акростих. In English, it's the ideal response. То есть у нас это идеальное по-английски, но по-русски мы написали подход норма. Okay, and every letter has something, a principle for us to remember. И есть 5 принципов, и каждая буква, это, чтобы нам помочь запомнить, определенный принцип, как нам реагировать. Should we start those, or should we take a break and go to start? Okay. Okay, so the first one is immediate. То есть первое, незамедлительно. Okay, this means that we're going to respond to the bad behavior right now. Ребенок плохо себя ведет, нам нужно сразу, незамедлительно отреагировать. Okay, so very often, again, if you're a permissive parent like I was,
Если вы родитель с либеральным стилем воспитания, как, например, я, and you don't like conflict, и вы не любите конфликтных ситуаций, you will let behavior, if it's just a little bit of bad behavior, you'll let it go until it gets really bad. и вы будете позволять ребенку вести себя неправильно, пока это вас не доведет до ручки уже. Okay. I promise you, if you don't deal with little things, they become big things. Знаете, по закону начинается всегда с малого, но заканчивается всегда большим. Okay. So we want to deal with even little bad behavior right now. И важно разбираться с неправильным поведением, даже если это мелочь. I don't think it was, maybe it's this way, but in America very often there's a style of parenting where the mother doesn't want to deal with it, she wants the father to deal with it. Я не знаю, в России так это или не принято или нет, но в Америке, например, у мам есть такой подход, когда плохо себя ведет ребенок, она говорит, ну вот папа придет и разберется. И она перекладывает ответственность на папу. Okay? It's very ineffective. И это самый неэффективный способ. Especially, remember, the kids that we're dealing with, their brains are different. В особенности, если это ребенок с трудным прошлым, их мозг устроен иначе. Their memories are not as organized and coherent. Воспоминания этого ребенка не существуют в организованном порядке. So they say that short-term memory lasts 10 seconds. Интересно, что краткосрочная память, исследователи нашли такой материал, что 10 секунд ребенок помнит. If you wait for 5 hours until dad comes home, they don't even know what you're talking about. Если через 5 часов, когда папа вернулся домой, вы пытаетесь вернуться к инциденту, они вообще понятия не имеют, о чем вы разговариваете. Okay? It's not going to be effective. То есть это неэффективно. Directly, the second principle is directly. И второй это... Do you want to change the slide? Oh, yeah, thank you. И второй, обращаемся непосредственно к ребенку. Обращаемся. Okay? So this means that we get on their level. Это значит, что, во-первых, мне нужно опуститься на уровень глаз ребенка. We want to have some kind of connection, whether it's a hand. Нужно, чтобы была какая-то связь, может быть, рука на плече. Maybe their hand like this. Может быть, за подбородок вы возьмете и повернете прямо голову на себя. Ask them to see their eyes. Очень важно установить контакт глаз, чтобы они смотрели вам прямо в глаза. You want them to know through your eyes that you're serious. И ваше выражение глаз должно говорить, что все очень серьезно. Okay? So again, for me, very often the kids would misbehave when I'm in the kitchen preparing something. Чаще всего, например, в моем случае, дети себя плохо вели, когда я готовила обед, и я находилась на кухне. Okay? And I can hear something happening in the bedroom or another room there. И я слышу, что в гостиной или там наверху, на втором этаже какая-то война, военные действия начинаются. Okay? So what do? И что я делаю? Сказала, Hey, stop it up there! эй, вы там прекратите! It's not effective. И это вообще неэффективно. Okay? So this is very difficult. И это одна из самых сложных вещей, должна сказать. Because this means that we need to stop what we're doing. Вам нужно прекратить то, чем вы сейчас надо делаете, бросить жареную остановиться, картошку, бросить это это And go to where the problem is. и пойти к источнику проблемы. Okay? А еда сгорит. This is one reason that we don't actually change the behavior of our kids. Знаете, почему поведение детей не меняется? Именно поэтому. It takes so much energy and time. Потому что от нас это требует огромное количество сил и времени. Okay? So I do want to say for all of us that have foster and adoptive kids, И если в вашей семье есть приемные или усыновленные дети, in order to deal with these kids from difficult backgrounds, we need to simplify our lives. нам очень важно упростить свою жизнь до максимума. Yeah, it's very, very difficult to just keep life going as normal. То есть невозможно продолжить прежний образ жизни после того, как в вашу жизнь, в вашу семью вошли усыновленные или приемные дети. In America, with the families that I consult with, this is the most difficult thing. И это одна из самых сложных вещей, с которыми мы сталкиваемся в Америке, когда я консультирую семьи. Okay?
when they adopt kids, they bring them into their home thinking all these kids need is love. И когда они вводят ребенка приемного или усыновляют, удочеряют ребенка в свою семью, они прежде всего хотят подарить любовь этому ребенку. So they think, I have this great family, I love these kids, I want to bring another kid into my family and just love them. У нас такая хорошая семья, у нас хорошие взаимоотношения. Мне хочется, чтобы ребенок из детского дома получил эту любовь, чтобы донести эту любовь до него. And they think they can bring them in and life is just going to go on the way that it was. И родители думают, что они ведут ребенка в свою семью и оставят прежний образ жизни. But when they find out that your life is going to completely change. И это самый большой шок для родителей, что жизнь должна коренным образом измениться. You're going to have to slow down. Во-первых, нужно снизить скорость. There's a lot of things that you were doing that you're not going to be able to do. Очень много из того, чем вы занимались до этого, вы должны оставить, вам придется оставить. If you really want to heal these kids. Если вы хотите, чтобы дети исцелились. Okay. So we need to correct them directly. Нужно обращаться непосредственно к ребенку. Efficiently, the third. И третье, эта реакция должна быть действенна и соразмерима. Okay. So if it's a little misbehavior, we just want to use a little bit of structure and force. Если это небольшое непослушание, то мы должны немного структуры применить. We don't want to correct things with our authority because we're the authority and we're going to make sure they know we're the authority. If it's just a little thing. Если это небольшая какая-то проблема, не надо из пушки по комарам стрелять. Не надо всю свою власть и весь свой авторитет применить, чтобы исправить какое-то небольшое непослушание. Okay, and this is often a very common mistake that we make. И это частая ошибка, которую делают родители. Yeah, remember when we're correcting people that this is what we want to get to. If we just make a simple correction by using a life script. То есть, например, если мы можем исправить поведение напоминанием фразы установки, And I can just say, hey, try that again with respect. И сказать, слушай, попробуй то же самое сделать, только с уважением. And the behavior is corrected and we're content and connected, then move on. Поведение изменилось, и у нас есть чувство удовлетворенности, у ребенка оно есть, и мы можем продолжать и двигаться дальше. So after lunch, we're going to really kind of pull this apart even more. То есть мы более подробно рассмотрим это после обеда. Okay. The fourth important thing is that our correction needs to be action-based. Следующее, что меры должны быть основаны на действиях. Because we learn by doing. Мы учимся, когда мы что-то делаем. Okay. This is why I did the stations that we did. Кстати, в этом причина, почему у нас были эти базы, на которых мы проделывали определенные упражнения. By just listening, you hear something, you learn something. Когда вы слышите, часть информации только усваивается. But when you do it, you remember it much more deeply. Но если вы проделаете что-то, а не только услышите, то вы запомните более подробно и более полноценно. It gets into our muscles. То есть мы реально на уровне мышц своих запомним, как это делать. Okay, it changes our brain functioning. Это изменяет, как работает наш мозг. And it's just a much more effective way to learn. Это очень эффективный способ обучения. Okay? And we're going to pull this apart a little bit more after lunch И as об этом well. мы тоже подробнее поговорим после обеда. Okay, the last principle is that we want the correction А можно на пару секунд назад? Can you return to the other Sure. side? They haven't, Sure. copied it. Да, конечно. Tell me when they're Меры основаны на действиях. Активное обучение строит новые нейронные связи в коре головного мозга. Попробуй еще раз правильно, то есть переделать что-то. Четвертое, что было? That's the fourth one. Это четвертое есть. Меры основаны на действиях.
Tell me when they're done. Все, да. Да. Okay. Okay, and the last principle is that we want our correction to be focused on the behavior. И последнее, очень важно, чтобы акцент был на поведении, не переходим на личности. Акцент на поведении, не переходим на личности. So remember where our kids are coming from. Не забывайте, откуда пришли к нам дети. Deep in their souls, they believe that the world is not safe. Глубоко внутри они абсолютно убеждены, что мир небезопасное место. So their voice doesn't matter. Okay. All right, I'll wait. Поведение — это не то, кем ребенок является, и как вы можете помочь ребенку понять это. Поведение — это не тот, кто ребенок, да? Ваша задача — помочь ему понять это. Did they get it? Yeah, they're still writing. Поведение не то, кем ребенок является. Okay, so if we remember where our kids have come from, that they believe the world is not safe, Если мы будем постоянно помнить, что ребенок, пришедший к нам с трудным прошлым, он уверен, что мир — это небезопасное место. no one cares about them, Обо мне никто не заботится, не their voice беспокоится. doesn't matter, Мой голос никому не важен. okay? And you direct your correction at their person, А если вы еще в этот момент будете корректировать не поведение, а нападать на личность, they're just going to reinforce that belief. вы еще больше укрепите их в этой убежденности, что мир небезопасное место, и здесь нет ему места. Okay? The problem is not them, it's their behavior. То есть вам надо помнить, проблема не в самом ребенке, проблема в поведении. You need to believe in them and call them to something higher. Вы должны сохранить веру в ребенка и призывать его, верить в его силы, и призывать его к более высокому посвящению. They will know whether you really believe in them or not. Ребенок всегда знает, верите вы в него или нет. I do think that perhaps this is the greatest thing that we have at the harbor in St. Petersburg, Мне кажется, что это одна из сильных сторон вот в пристани в Санкт-Петербурге, because we really believe in them. потому что мы на самом деле верим в этих детей. No matter how their behavior is, То есть вне зависимости от того, как они себя ведут. we believe that they were created to be someone great. Мы верим в том, что у них есть у каждого свое предназначение. And we are calling them to that. И мы хотим помочь им увидеть свое предназначение и достичь этого предназначения. And they know when they look in our eyes that we mean it. И они знают, что когда они смотрят нам в глаза, они же верят в это, они видят это в наших глазах. And we make a very big distinction between their behavior and their soul. И для нас это две большие разницы: их поведение и их душа. Okay? And the kids will know. А дети могут увидеть разницу. Okay? And if you don't believe in them, you won't be very effective with them. И вы не сможете быть эффективными, пока вы не поверите, что дети что-то смогут, что они справятся. Okay? And so those are the 5 principles of responding to bad behavior. И вот 5 основополагающих принципов, как реагировать на неправильное поведение. Immediately, Во-первых, незамедлительно, directly, обращаться непосредственно к ребенку. eye contact in their space, То есть нужно приблизиться, опуститься на их уровни, контакт глаз установить. efficient, not more energy Реакция than me. должна быть соразмерима, то есть не более чем непослушание, уровень непослушания. Action-based, Оно должно быть основано на действиях and focused on the behavior, not the person.
И очень важно обращать внимание, акцент делать на поведение, а не нападать на личность. Okay? So we'll unpack that a little bit more after lunch. И после обеда мы более подробно рассмотрим каждый из этих принципов. And I think it's time for lunch, so Ну maybe что, Olga wants to обеденный tell us перерыв, where. и Ольга расскажет нам. Коллеги, у нас